Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 41 день голодает в матросской тишине заключенный Александр Окунев, известный в определенных кругах по кличке Огонек. Мужчина протестует против того, что следствие считает его вором в законе, вменив новую статью «Уголовный кодекс Российской Федерации о лидерстве в организованном преступном сообществе». Окунев написал десятки обращений главам силовых ведомств, уверяя их, что никакого отношения к современному преступному миру не имеет. Меж тем правоохранители настаивают, авторитеты между собой договорились, что публичный отказ от воровского статуса теперь не является поводом для его лишения. 58-летний Александр Окунев весит 51 килограмм, хотя на воле, как уверяет, его вес был около 80 килограмм. Голодает он с 25 апреля. Все это время пьет только воду или чай без сахара. Выглядит он сильно истощенным, кажется, что кожа натянута прямо на скелет. На авторитета, чьи снимки можно найти в интернете, не похож совсем. К сведению, криминальное прошлое у Окунева впечатляющее. 10 раз был судим, коронован в легендарном Владимирском Централе, известными в этих кругах персоналиями, в числе которых Осетрина, Эдуард Асатрян. В ноябре 2018 года его задержали за наркотики, но как только он получил за них срок, суд назначил 10 месяцев лишения свободы. Ему вменили еще 210.1 статью «Уголовный кодекс Российской Федерации занятия высшего положения в преступной иерархии». Дело, по нашим данным, скоро будет передано в суд. Все время, пока Окунев находился в СИЗО, он писал жалобы, которые, как считает, не выходили за пределы изолятора. На самом деле Огонек только мне как члену ОНК Москвы писал минимум 5 обращений. Ни одно из них не дошло. Голодовку он объявил и в знак протеста против действий сотрудников СИЗО, которые не выпускают его жалобы, и против следствия. «Прекращать я голодовку не буду», — заявил Окунев. «Можете даже не пытаться меня уговаривать. Еще в 2005 году по мне был прогон, что я не являюсь больше вором в законе. Об этом правоохранители прекрасно знают. В 2009 году я признал на суде вину в инкриминируемом мне преступлении, что вор не имеет права делать. Признал я вину и в 2018 году, когда подкинули наркотики, этим я показал, что устал воевать с ними, согласен на срок. Я написал обращение на имя министра внутренних дел, где заявил, что вором не явлюсь, никакого положения в криминальной иерархии не занимаю. Но не уверен, что мое письмо дошло. Вот его копия. После этого я написал еще несколько обращений, в том числе директору ФСИН, потому что по оперативным данным тюремного ведомства я вор. Я там даю объяснение, почему это не так. Когда я отправил в конце прошлого года жалобу в прокуратуру, ко мне подсадили нескольких заключенных. Возможно, все это сделано, чтобы дискредитировать меня, спровоцировать на какое-то массовое неповиновение. И тогда бы надзорные органы ничего проверять не стали. Но я никого ни к чему не призываю, не хочу никаких проблем ни себе, ни вообще никому. Окунев показывает десятки жалоб, написанных им собственноручно, как еще одно доказательство, что он завязал с прошлым. В последнее время я работал комендантом на автостоянке на северо-востоке Москвы, получал 20-30 тысяч рублей, уверяет он. Я состою в законном браке, 2 детей. То есть ничего из того, что подходит к понятию вора, у меня нет. По данным «Московский комсомолец», Окуневу вменяется лидерство в ОПГ, начиная с 1999 года. Обвинение строится в основном на показаниях сотрудников силовых структур и тайных свидетелей. По их словам, он участвовал в сходках, проходивших в Туапсе, Сочи, Энгельсе.